Приветствую. Обзор-анализ прогноз криптовалют. У меня сложилось такое ощущение, что все, кроме российских СМИ, считают, что наша страна превратилась во второй Сальвадор. В том плане, что здесь как будто бы можно уже и за хлебушком сходить с биткоином. Публикуются новости вот с такими заголовками. Россия признает биткоин валютой. И все бы ничего, но это дело поддерживают достаточно известные люди из криптосферы. В своем телеграм-канале я вчера публиковал вот этот твит, ссылку на него, где глава Binance написал, что биткоин официально признан в России как валюта. Хотя по факту никакого закона еще и нет. Нет даже законопроекта. Конечно же, сейчас в Твиттере, если перейти по ссылке, то господин Сизи все уже подтер. Понял, что никакого официального признания в России нет. Вполне возможно, такое могло произойти из-за неправильного перевода. Например, статьи из «Коммерсанта», на которые часто ссылаются иностранные СМИ. Здесь есть фраза, что криптовалюты признаются аналогом валют, а не цифровых финансовых активов. Но чуть ранее здесь также написано, что до 18 февраля они подготовят законопроект. То есть еще не подготовлен даже законопроект. Это дело упускается и как будто уже говорят о свершившемся факте. Давайте посмотрим, что известно на данный момент, до того, как еще законопроект выкатили. Во-первых, если даже биткоин признают аналогом валют, это не дает права расплачиваться им на территории страны, потому что кроме рубля по закону ничего в оплату брать нельзя. Даже доллары, иены и франки, хотя они признаны валютой. Но чтобы купить что-то, ты должен сначала их конвертировать в рубли. Во-вторых, оборот таких средств возможен только с полной идентификацией через банковскую систему или лицензированных посредников. Операции эквивалентом более 600 тысяч рублей должны декларироваться. Если этого не будет сделано, то грозит уголовка. Это основные тезисы, которые ранее были озвучены в предварительном дорожном плане. Давайте посмотрим, что новенького. Минфин, которому удалось переломить позицию Центробанка и отменить запрет, теперь рассматривает возможность переходного периода при внедрении налогообложения дохода от криптовалют. По сути, мы считаем, что если будет период некой амнистии для граждан, которые занимаются этим в обычных инвестиционных целях, они задекларируют, потому что им нечего скрывать. Так считают в Минфине, что и звучит в принципе логично. Дать возможность все это переосмыслить, дать посмотреть, как этот закон уже будет по факту работать. И если все пойдет гладко, многие по доброй воле сами выйдут из серой зоны и будут платить налоги. Однако же делается акцент на том, что цифровая валюта будет приравнена к имуществу. И соответственно для физлиц предполагается взимание 13% НДФЛ при его продаже при получении выгоды. Здесь же приводится небольшой пример с отсылкой на акцию, но допустим, если вы купили биткоина на 100 рублей, а потом курс взлетел 2 раза, вы продали его за 200 рублей, то с разницы со 100 рублей, как физическое лицо, заплатите 13%. Пока основной вариант налогообложения выглядит именно так. Но это не все варианты, например, Ракип предложили свою схему налогообложения. Российская ассоциация криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна. Они выступили с инициативой взимать налог только при выводе криптоактивов, то есть при конвертации в фиат. И вычитать из суммы вывода не только сумму, потраченную на покупку, но и все комиссии, которые брала биржа во время покупки и во время продажи, и затем уже оставшуюся сумму умножать на ставку НДФЛ. Предлагается и для юрлиц, ИП, самозанятых применять подобную схему, только уже со своими налоговыми ставками. Но если, например, человек продолжает торговать на бирже и не обналичивается, не выводит ни на карту, ни каким-либо другим способом крипту, то и налоги брать пока что не с чего, потому что рынок волатильный и случиться может все что угодно, и сегодня ты заработал, а завтра ушел в минус. Пока деньги не появились в кармане, налоги брать не стоит. Все эти предложения Минфин обещал рассмотреть и учесть. Также в Госдуме предложили отключать электричество майнерам, а вычислять нелегальных майнеров собираются по IP. В очередной раз хотят обязать интернет-провайдеров передавать данные о своих пользователях. И если майнер должным образом не скрывал свою деятельность, то в ближайшем будущем его легко будет вычислить. А что потом последует после выявления, я думаю, и так всем понятно. Во-первых, как следует из заголовка, отключение электроэнергии. Во-вторых, куча штрафов за предпринимательскую деятельность неоформленную. Ну и в-третьих, даже могут приписать какое-нибудь там финансирование нехороших организаций, если уж совсем пойдут на принцип.
И еще один вопрос, который также всех волнует, это как будут осуществляться биткоин-транзакции через банки. Естественно, все биржи и обменники будут лицензированные, те, которые легальные. Пока что основной вариант — это разделение инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. Для того, чтобы стать квалифицированным, нужно будет пройти тестирование на базе банковской платформы. У неквалифицированных инвесторов будут определенные ограничения. Затем квалифицированный или неквалифицированный инвестор должен будет открыть счет или электронный кошелек у организатора системы обмена цифровых валют и пройти процедуру идентификации. Организаторы системы цифровых валют — это те самые банки, у которых будет соответствующая лицензия и которые будут иметь право осуществлять операции с криптой. Их перечень составит дополнительно. А что касается идентификации, она будет касаться не только самих пользователей, но и устройств, с которых они будут работать. Будут собираться фамилия, имя, отчество, адрес, дата рождения, адрес электронной почты, номер телефона, логин и пароль. Также и будет их интересовать данные банковского счета, номер, срок действия карты, 3 цифры с оборотной стороны карты, которая будет использоваться для приобретения крипты, номера и копии паспортов либо других документов, удостоверяющих личность, фотография самого человека. И плюс к этому будет фиксироваться вся информация о каждой транзакции, включая дата, время, сумму, используемую валюту и данные получателя и отправителя. Все это будет мониториться, и если что-то не понравится в какой-то из сделки, это будет сообщаться в государственные органы. Для мониторинга предполагается использовать разработанный Росфинмониторингом сервис «Прозрачный блокчейн». И всю эту инфу собираются хранить как минимум 5 лет. Глядя на весь этот перечень и зная, что базы данных у нас постоянно воруются из-за дыр системы или из-за самих сотрудников банков, что-то пока не возникает желания прям взять свою крипту и все отдать им на хранение. Потому что пока нет практики в обеспечении ее безопасности. Дальше идет информация, какими параметрами должны обладать те или иные биржи. Конечно же, они должны зарегистрированы быть в России, иметь определенного размера уставной капитал. Обязательно на биржах должна быть внедрена процедура определения KYC. У биржи должны быть финансовые подушки безопасности по ликвидности и достаточность капитала, деньги, которые инвестируют российские граждане. Биржи не имеют права выводить на иностранные счета. Ну и, естественно, офшорные организации вообще не имеют права быть в этой цепочке. Я, конечно, понимаю, что многие криптоэнтузиасты и трейдеры, которые торгуют только крипту, не очень хотят начинать платить налоги и открывать всю информацию о себе. Но я думаю, это естественный процесс. И если, как многие думают, крипту признают во всем мире, она просто не может быть без какой-либо регуляции. Ну и в разных странах к этому подходят по-разному. В Китае полный запрет, в Сальвадоре полное признание, в России пока идут по пути полного контроля и максимального сбора налогов, что вполне звучит рационально. Другой вопрос, как это все будет по факту реализовано и смогут ли они обеспечить реальную безопасность средств, и как они будут решать те случаи, когда, например, крипта будет пропадать со счетов, где они ее будут искать и с кого будут трясти, либо просто, как сейчас, будут разводить руки в стороны и говорить: ты сам виноват, ты нарвался на каких-то мошенников. Ну давайте посмотрим, что у нас на биткоине на данный момент происходит. Как мы видим, цена пробила 45 тысяч. Лонги стоят на месте, шорты немножко сократились, минус 4%. Индекс страха и жадности застыл на экваторе, показывает цифру 50. Казалось бы, быстро мы потеряли страх, но если глянуть, например, на историю, то мы видим после летнего падения, после проторговки внизу, данный индикатор до 50 также долетел достаточно быстро, даже до 60, поэтому в таком росте ничего страшного нет. Если смотреть максимально, то видно, как со дна быстро мы улетали наверх, то есть район 50 это вполне себе так нормально. Вот если мы пойдем сейчас в экстремальную жадность, там уже стоит беспокоиться. Google тренды также обновили свои показатели, никакого хайпа на данный момент нет. Интерес к биткоину на уровне, вполне себе такие средние показатели. Как у нас ведет себя CryptoKit, третий топовый кошелек. После того, как он 4 февраля приобрел 274 битка, больше крупных покупок у него не было. Он не продает и не покупает, что в принципе логично, цена идет наверх, на росте он не покупает, но и не считает эти цены достаточными для того, чтобы скидывать свои накопления. Ждет более вкусных цен. За 24 часа ликвидировано
не так много трейдеров, почти 40 тысяч всего, обычно это среднее значение в 60. Забрали у всех 117 миллионов долларов и более 62%, конечно же, как мы уже привыкли за последние дни, потеряли шортисты. Grayscale за последние сутки также ничего не покупали, одни распродажи, как за 24 часа, так и за 7 дней баланс минусовой. Наиболее обсуждаемые монеты сегодня это первое-второе место, как всегда, биткоин, эфириум, и на третьем месте монета CRO, монета биржи Crypto.com. А вот график этой монеты. В последний раз, когда мы открывали его, мы находились примерно где-то на уровне 0.6. Предположительно, это была коррекция, она продолжилась. Пробили мы расчетную зону, оптимальную для разворота. И вот сейчас показываем неплохой рост, вернувшись над скользящей средней 200-кой. Минимальная цель для восходящей волны по-прежнему остается в районе $1. Это предыдущий пик, предположительно, третьей волны. Структура не сломана, и поэтому по-прежнему это является минимальной целью для растущего импульса. Также важно отметить зону, от которой может случиться отскок вниз. Это в случае, если структура коррекции еще сильнее будет усложняться. Нижняя грань зоны находится на уровне 0.65. Данные ценовые значения будут с большей вероятностью серьезной преградой при дальнейшем росте. Если же говорить об открытии новых позиций, то здесь, конечно же, этого делать не стоит. На такой растущей палке нужно дожидаться коррекцию. А она вполне может быть, потому что и объемы немного поползли вниз, и индикатор также демонстрирует снижение. Поэтому локальная коррекция здесь вполне вероятна. Если же смотреть, что обсуждает у нас непосредственно в Твиттере, первые три места, как обычно в последнее время, эфириум, Shiba и Solana, а вот на четвертом месте появилась монета SLP, о котором в прошлом ролике мы как раз таки и говорили. Записывая ролик, мы находились вот на этих уровнях, в районе 0.2, если кто-то не покупал, и здесь была отличная возможность купить, и я ее покупал вот здесь, примерно вот на этих значениях, в 0.01314. Я публиковал новость в телеграм-канале, так что от любых этих уровней, кто залетал, сейчас имеет отличный профит, даже уже около 150%. В любом случае сейчас залетать очень опасно, идет достаточно сильный параболический рост, может быть откат, но по индикатору этого и не скажешь. Пока тренд достаточно хорош. Если бы я не был в этой монете, то и залетать бы уже не стал. Дожидался бы отката. А так, стоп уже в безубытке, и просто можно сидеть и ждать, когда вырастет цена. Что касается сильных сопротивлений, давайте посмотрим, где может у нас остановиться этот рост. Да, кстати, прямо с текущих уровней он и может немного скорректироваться, потому что здесь у нас есть уровень сопротивления. На истории мы его тестировали сверху, тестировали снизу. Сейчас также к нему подошли и возле него торгуемся. Вполне вероятно, отсюда можем увидеть коррекцию. Но если мы пробиваемся и закрепляемся, это еще один сигнал на продолжение хорошего роста. Давайте отметим еще вот такой график. Это резервы биткоина на биржах. После недавнего роста данного показателя мы снова обновили лой. То есть на ценовом росте по-прежнему продолжает биток со всех бирж выводить на холодные кошельки. А это снижает вероятность сильного дампа. То есть если на данный момент битки не на бирже, то и резко продать их не могут. Сначала нужно их завести. Напомню, что у нас сегодня парочка интересных событий на инвест-календаре. Оба в 16:30 по Москве, базовый индекс потребительских цен и число первичных заявок на получение пособий по безработице. Данные события и отчеты могут повлиять не только на крипторынок. Точнее даже сказать, они повлияют не на крипторынок, но крипторынок может задеть этим. Посмотрим биткоин. На данный момент мы снова пытаемся пробить уровень 45-300, эту зону. В прошлый раз мы откатились немного, радует, что не сильно, поэтому вторая попытка может быть достаточно успешной, посмотрим. И напомню, что целевая зона на данный момент в районе 51 тысячи. Первую целевую зону мы уже выполнили. Так как здесь все идет по биткоину по плану, долго останавливаться не будем. Глобально лонг, локально лонг, естественно, хотя бы с небольшими откатами. Эфириум попросил меня посмотреть на Илон Маск, спонсор канала, Сергей Старостин. Что говорит у нас там? Все сидим, торгуем эфириум, но здесь особого какого-то изменения нет. Здесь все по-прежнему как и на биткоине. Есть даже движение один в один. Можно смотреть структуру биткоина, все одно и то же. Эфириум также в приоритете у нас рост. Если же брать вариант с треугольником, то нижнюю грань давайте нарисуем и отметим ту зону, куда вполне возможно сейчас может прийти эфириум. Вот она, эта зона. Совсем немного до нее осталось, и нижняя грань находится в районе 3500. На данный момент это ближайшая расчетная зона, ближайшая оптимальная зона для того, чтобы сформировать волну D. Да, она может пойти и повыше,
Главное не перебить вот эти хаи, тогда структура сохранится треугольника, но отмеченные значения являются наиболее вероятными, потому что здесь скопление множества факторов. Благодарю тех, кто досмотрел видео до конца, ставьте лайки, пишите свое мнение в комментариях, подписывайтесь на канал и на телегу. Всем удачной торговли и счастливо!